Успех – инструмент, открывающий широкие перспективы. Не стремитесь к успеху, а стремитесь к тому, что он дает. Альберт Эйнштейн. Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы играем в коллекционную карточную игру Фаерия. Сегодня мы с Максом. Поприветствуй, пожалуйста, зрителей. Приветствую зрителей, приветствую, Артём. Какую колоду ты нам подготовил на этот раз? Да, сегодня мы будем сражаться на моей колоде. Я не знаю, как ее правильно назвать, как ее правильно одним словом, кратким предложением объяснить, но это колода на существах, которые имеют атаку выше, чем здоровье. Я думаю, в процессе игры будет более понятно, о чем конкретно идет речь, и о том, как я придумал применение всех тех карт, которые там имеются. В ней есть некие нотки, которые похожи на сакрифайсы, в плане того, что там есть пожиратель душ, который под конец игры выходит сильным существом, а здесь есть... Слушай, а как он называется? Я не знаю, как он называется, но здесь есть тоже существо, которое под конец, как правило, решает игру. Ну, сейчас в игре и прочитаем. Стоимость у него 4, да? Да, 4. Посмотри, пожалуйста. Он за красных, 2 земли стоит, 4 маны стоит, и у него, кстати, характеристика 2.0. Стартовая. Ага, вижу. Несущий пламя он Вот, называется. точно, несущее пламя. Вот он под конец игры, так сказать, финальный аккорд, который завершает, как правило, сражение. Колода эта недорогая, если сейчас посмотреть на ее стоимость 3,6, но это с тем учетом, что в ней есть карты, которые удешевятся немного, но все равно удешевятся. Короче, около 3, но все-таки ей очень рекомендовано иметь хотя бы один дабл коллект, потому что будет период, когда нужно будет выставлять каждый ход стабильно существ. Ну, как правило, так оно есть, что много существ за 4 маны, и там нужно будет ход за ходом постоянно подкреплять. А вот и наш первый соперник. Мецузела. Так, все, что нам заходит, мы меняем. Мы ищем конкретно ведущего сквозь туман и стаю карасей. Они вначале наилучшим способом себя проявляют. А в этой колоде необходимо построить всего-навсего 2 желтых и 2 красных земли для основной массы карт. Всего-навсего 1 лес, всего-навсего для одного карася, ну то есть для 3 карасей. И есть еще в этой колоде 2 цветка на данный момент. Возможно, я это немножко отредактирую, их будет другое количество. Для этого строится вода, но просто потому, что здесь цветок очень хорошо будет играть во второй половине игры, и для этого поставить одну воду не такая уже большая проблема. Так, ну а мы можем уже поставить карася. Что мне очень нравится, что он разыгрывается очень рано, и при этом не будет как-то страдать его эффективность от этого, а даже больше. Вот его повысит эффективность, если его пораньше разбить. Соперник идет так, как мне не нравится, если честно, но ничего страшного. Проблема в том, что твой карась не разбирается с 4-5. Что тогда делать? Уходить карасем, я не знаю. Нет, уходить карасем точно вряд ли. Скорее всего, просто... Но можно поставить карася между
4-5 и песком, и выставить ведущего сквозь туман. Но там будет вопрос в том, что ты будешь выставлять на следующий ход. Да, ведущим можно сейчас будет пойти на самом деле на коллект. Я не сильно такой люблю, намного эффективнее, если же я все-таки занимаю центральные клетки, 4 штуки. Но в этой игре этого не будет. Вау, Тем более у соперника зеленая колода. тебе повезло, что лес построился именно так. Ну, а мы можем идти на самом деле в лицо, потому что против зеленых будет сложно потом. Будет потом очень-очень сложно. Да, пожалуй, пока так, и больше мы ничего не можем сделать, кроме как построить Красную гору, потому что горы нам нужны для вывода следующих очередных существ. Соперник, к Ну, сожалению, подбирается мне под лицо. и возвращается, не оставляет без защиты. И я так понимаю, возможно, нацелился на твой 4-4. Ну, 4-4 он точно не получит, потому что, Шидимского. да, шелимский паразит сейчас. Ну, кстати, можно им пойти на самом деле и в атаку, но я не хочу там 4-2 его разберет, но можно пойти вверх в атаку. Но мне кажется, все-таки, А у него будет сейчас 6-4, да? да, 6-4 он на самом деле. Я бы его, наверное, лучше разменял с 4-6 вражеским. Но могут быть бафы. Да, кстати, тут они вполне могут быть. Я бы его... Ну ладно, поставим. Оставим там, где он стоит, наверное. Если он сейчас уйдет тебе в лицо, то ты уже не дотянешься до противника. Ну, я могу себе позволить пропустить те 4 здоровья. Хотя, на самом деле, наверное, это все-таки не лучшее было решение. Все-таки, наверное, нужно было подойти к нему поближе. Да. Но ничего страшного. Да, или нужно было, кстати, идти в атаку. Наверное, все-таки самым правильным решением здесь было идти в атаку. Ну вот у тебя сейчас еще один Шидимский есть, которого ты можешь отправлять. Слушай, наверное, может стоит взять карту сначала, прежде чем ходить. А вот чего бы ты хотел видеть? Я бы хотел видеть сланского конюха, потому что реально сейчас буду себя чувствовать некомфортно. Зерно ненависти не имеет ограничений, да, можно до нуля его. Да, до нуля его всегда спускаю, и потом выставляю Вау. уже за ноль. Это, конечно, не круто, у меня перемещений здесь нет. Что же делать? Я потяну еще карту, потому что на самом деле пока мне играть особо нечем. Приходит конюх, в принципе, можешь 6-4 отвести назад, если в этом есть какой-то смысл. Ну, как бы в этом есть смысл, но аж чего я добьюсь? Я просто, ну, то есть, он продолжит выставлять существа, подле тут как бы нужно побыстрее бы с ним разобраться, но контролить 5-10 у меня какого-то там последнего кошмара нет. И карты, И видишь? 5-10 это всего за 5 маны. Очень-очень выгодное существо. 8 лесов уже построено. Тут вполне может быть деревом. Скорее всего, оно и есть, потому что иначе не знаю, зачем строить. Нет, я думаю, это не факт, что здесь из дерева, но видишь, у меня рука такие карты, тут, которые 4 карты, из которых должны играть в конце, а не в начале. Ну, зерно можно разыграть и сейчас, на самом деле. Ну, кстати, одно, да, одно я считаю является очень необходимым. И не разбиваться, наверное. Так, подождем бафа от противника, да? Ну, а какая разница, я все равно сейчас не убиваю. А он убивает в любом случае. Сейчас силанский конюх пойдет забирать 2-4, я считаю. К сожалению, как бы это досадно не было, но придется.
Мгм. Этого я тоже думал, боялся, но оно на самом деле-то не так-то и плохо играет, как могло бы быть. Сначала улыбку Ионы. Так, у меня уже один карась был разыгран, верно ж? Да, Верно. да. Так, силанский конюх, и у меня остается 1 единица, вернее 2 единицы. А, почему 2? 3. Зачем тебе силанский конюх? Ну, чтобы забрать А, 24 ты под лицом. хочешь... Да. Ну, нормально. Ну да. Дам ему полет. Поставлю на дабл коллект. Да. Уничтожу существо под лицом. Возьму ману и верну обратно на место, собственно, ведущего сквозь туман. А я бы лучше карасей играл. Ты хоть бы земли бы Ну, мог, закрыл кстати, да, против себя. заспамиться там, но слушай. У него там маны нет. И он, скорее Ну, всего... так зелень сейчас за 5 маны может 5-10 выставить. Ну да, кстати, возможность. Но сейчас посмотрим, как противник сыграет. Просто я тоже тут как бы стараюсь давить на него. Возможно, он сейчас уйдет в защиту. Пока выглядит так, будто бы давит тебя. Но я бы, знаешь, как сделал? Я бы 4-2 отправил на лес и вообще закрыл весь возможный лес возле себя. Да, это легко можно сделать карасями. Если он будет идти атаковать, то ему придется отбивать карасей. Они как бы будут... Я могу это еще сделать таким способом. Очень, наверное, противнику это не понравится. А мне лично понравится. Вот, и, собственно, этим я могу забрать ману, сыграть. Шедимского... Ой, М, да ну, а карасей кто будет ставить? Да, подождем. Сейчас ты дождешься, у тебя там перед лицом вылезет монстр 800-800. Ну и могу поставить сюда, если хочешь. Поставь. Вот это как раз самая страшная клетка для тебя. Хорошо. Уже не страшно? Не, Слава. уже не страшно. У него вряд ли там найдется последний кошмар. Думаешь? А он ставит для этого как раз красный. А что за 1 единицу? Он за 1 единицу ничего не разыгрывает. А, кобальт воевода. Грустно. Но кристальный цветок благополучно себя хорошо показывает в этой игре, я считаю. Только ты слишком затягиваешь, тебе бы выставлять существ и идти в атаку. Ты реально затягиваешь время очень сильно. Правильно, прям перед лицом ставь. Ради бога, я сейчас заканчиваю игру, Максим. Мгм. Ага, мне маны не хватает разыграть карася. Но ничего страшного, мы уже можем идти в абсолютную атаку. У противника абсолютно не хватает маны. На гору стань противник. Поздно ты сказал это. Да, и в любом случае мне придется потом идти на дабл коллектом. Хоть через ход будет эта гора работать, не работать. Ну, кстати, земель у него ровно на ровно 10. Но здесь на самом деле это никак его не спасает дерево. Смотри, Я бы его очередная колода с фермерами. Это какой-то... Мода пошла, тренд Не знаю. такой. Это удивительно. Ой, как богато выглядит то, куда я могу поставить стаю карасей. Да. Ну и мы разыграем одного несущего плана. Возьмем ману. И будем ждать, что скажет нам на это противник. Я думаю, противнику тут будет сложно чем-то ответить. Тут даже насмешки его особо не спасают. На этом игра для него заканчивается. Поздравляю тебя с победой. Неплохая колода. Да, но все-таки видишь, у меня в этой колоде лежит 2 цветка.
Я считаю, что вполне вероятно, здесь можно было бы положить и 3 цветка, но вместо чего? Вот как считаешь ты? Ты видел, в принципе, Я все считаю, карты. достаточно 2 цветков. Думаешь? Ты хотя бы раз сыграл 2 цветка? Ты хотя бы раз ощущал, что тебе не хватает 2 цветков? Нет. Я хочу сказать, что я ни разу и не был в той ситуации, в которой, для которой я все-таки считаю более эффективны цветки. Это когда а, противник не мешает наносить ему по лицу урон тем, что выставляет каких-то там существ. То есть, что он просто закрывается, ну, мусором, не мусором, неважно, любыми своими картами. И мне от этого как бы усложняется игра. Но, возможно, ты прав. В принципе, пока дефицита цветков конкретно на этой колоде я не ощущал. Как говорится, работает, не трогай. Верно, верно. А то будешь по 3 цветка из стартовой руки выбрасывать, и они будут возвращаться. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень вам благодарны за поддержку. Да, будет интересно на самом деле, если же мы получим какой-то от вас фидбэк в плане, как вам наши колоды, потому что бывает, мы показываем колоды, конечно, которые являются, скажем так, стандартными, классическими и не являются какими-то такими эксклюзивными, но иногда, я думаю, попадаются и такие колоды, которые являются очень интересными. И интересно ваше мнение по поводу того, считаете ли вы их достойными внимания или нет. Ищем наши карты, которые нам хотелось бы видеть в начале, и в принципе улыбка Иона одна из таких. Там да, высокая вероятность того, А что... зачем тебе врата? Ни разу не видел, чтобы ты врата использовал. Вообще-то я их использовал, притом во всех играх. Ну, наверное, не во всех, что были, но в половине точно. Из тех, которые ты видел. Врата для того, чтобы более комфортно себя чувствовать на поле боя, чтобы не думать, чтобы я мог разыгрывать любые карты с любой точки. То есть у меня стоит один ведущий сквозь туман. Я его подкрепляю рядом врата, и с той земли, которая соседняя между вратами и ведущим сквозь тумана, я Все, я понял. я играю любые карты. Это могут быть и желтые, и красные. Вот, так что, да, для этого. Так, противник активно идет по флангу. Ну и плюс врата на самом деле играют иногда очень важную и интересную роль тем, что я могу их перемещать. Это здание, которое я могу поставить на вражескую клетку, затем же сам заспамить, так сказать, немножко стол, а с учетом того, что здесь есть караси, слово спам играет более буквальное значение. Здесь реально можно просто стать на все вражеские клетки, задавить его таким образом. То есть как Я бы... думаю, пора играть улыбку. Да, ну точно. Приходит стая, которую я, кстати, сейчас могу разыграть с вратами. Вопрос только куда идти? Наверное, в сторону вражескую, да? Ну, то есть на правый фланг. Ну, в принципе, можно идти на правый фланг. Он там разменивается что с тем, что с тем. Да, Так что нормально. мы потом уже там что-нибудь придумаем с небесным Конечно, стражем. улыбка Иона для тебя дорогая карта, потому что вначале ты не собираешь ману, и ты просто тратишь 6 маны просто для того, чтобы разыграть какое-то существо. Вытащив его улыбкой Иона. Ну, не знаю.
Я не думаю, что дефицит маны, когда я испытываю по причине улыбки Ионы. Мне кажется, больше я испытываю дефицит маны, когда он начинает сразу резко на меня давить, и мне не удается выставить дабл коллект, и каждый ход он видит, что если ты посмотришь на мою руку, то у меня почти всегда все карты, которые нужно играть, стоят 4 Так маны. вот именно, у тебя все карты, которые нужно играть 4 маны, при этом целая куча земель, которые нужно построить. И Земель при не этом так-то и ты, много. 4 и земли. при этом ты не собираешь ману вообще. Я хочу спросить, как думаешь, кого лучше убивать? Элементаля? Наверное, элементаля, да? Там у него может быть и перемещение, я не Перемещение? знаю. Ну, например, конюх. Да, чего? Я не понимаю, что у тебя такой за страх конюха. Он Я используется крайне просто редко. рассматриваю все возможные варианты. Просто с помощью конюха он может прийти к тебе к лицу и забрать, ну, сработает осквернение. Ну и что, то осквернение мне не особо-то и опасно. А сейчас... Ой, почему ставлю песок? Хочется ставить все-таки ведущего. Так ставил бы его повыше, сразу на гору. Ну, можно и туда, можно и туда. Единственное, что мне крайне не нравится в этой колоде, ну, здесь не по причине того, что колода какая-то такая плохая, просто по причине баганной игры, то, что когда ты выбираешь врата ветра, и они могут, короче, сами на себя... Типа, ты перемещаешь врата ветра на ту землю, которая она стоит, и потом ты уже их переместить не можешь, хотя, по сути, ты их не перемещал. Типа, происходит какой-то там дабл-клик, и из-за этого ты не можешь... Короче, это иногда может... Вообще так не должно быть. И я никогда с таким не стыкался. Но вот только что я хотел его переместить на клетку вниз, и почему-то не мог. Типа, он Не использовал... боишься, что ты ману не собираешь, а противник собирает дабл коллект? Ну, не собираю ману, я на самом деле только этот ход. И все предыдущие до этого. Ну, я со следующего начинаю собирать. Ну, кстати, или могу пойти атаковать его. Тут уже как я захочу. То есть вряд ли. Посмотрим, что тебе противник предложит за 12 маны. Тоже верно. Там по-любому есть что предложить. Так и думал, так и думал. Я не удивлен. Это досадно, потому что теперь я уже испытываю. Вот если бы я сейчас поставил Небесного Стража на дабл коллект, было бы для меня абсолютно комфортная ситуация. Но а так я чувствую теперь дефицит. Так ты, в принципе, мог его только что поставить на дабл коллект. Для этого нужно было поставить 2 пустых, сдвинуть здание в сторону колодца и поставить 4-3 почти в колодец. Но две пустые нет, это не то, что я хочу. Ну, точнее, даже не надо 2 пустых, его-то можно на воздух позвать. Одну просто в сторону надо было сделать это. Одну цветную, но в сторону. А ты... Тогда бы он уже стоял возле колодца, и на следующий ход ты бы его засунул прямо между колодцами и собирал бы он у тебя двойной. Видите, все-таки в этой колоде лишний цветок, потому что вот как красиво стоит. Один лес, два песка, две горы, и мне больше ничего для счастья не нужно. А так мне эту прямую линию придется искривить. Незаметно, что... Вообще незаметно, что ты прям похож на счастливого человека. У тебя 0 маны, и ты его ничего не собираешь. Да И собираю с одного ничего колодца. выставить не можешь. Ну, тем более это красные, у которых миллион маны, и, скорее всего, любое из выставленных существ будут Я не понимаю, методично зачем ты аффирмируешь чиститься. такую негативную мысль. По-моему, сейчас тебе пригодится цветок. Да, вероятно. Ну что ж, посмотрим, придет ли он. Он, естественно, не приходит. Но мы еще ход нормально себя чувствуем.
Я разыгрывал карасей. Не помнишь? По-моему, нет, не было у тебя карасей. Ладно. Я вот думаю, может под богом выставить Шидимского паразита. У врага или у себя? Да, врага, конечно. Если ты там закроешь ему землю, что с левой стороны он, получается, ничего выставить не сумеет. Это было бы хорошо. Не совсем понял, что ты имел в виду, но уже поздно. Именно то, что ты сделал, я имел в виду. Не, ну ставить так, чтобы он доставал кругом, я точно не собирался. А так, 6-4, это выглядит на самом деле очень опасно и неприятно. Все-таки идет в атаку. Что для меня является немного прискорбным, потому что Хм. он будет сражаться с моим зданием, от чего мне не сильно-то нравится. Ну, Ладно, Дани, ты можешь еще отодвинуть назад. Вопрос там, какую землю тебе строить, наверное, воду. воду. Пускай уже играет эта вода. Да, но как бы не очень ситуация на столе. Вообще не очень. Жду цветок. Хотя, кстати, на самом деле вполне вероятно, что у него будет чем законтрить цветок. Но ты, например, можешь поставить цветок прямо у врага под богом, и он Да. потом будет долго ползти. А если он сейчас... Вот О, как бы. он отлично вообще. Я считаю, это очень благоприятно для меня исходом. Во-первых, потому что я сейчас 4-3 могу убежать при помощи конюха, но вряд ли я это все-таки сделаю. А что, пойдешь сражаться? Не знаю, сейчас посмотрим, что нам зайдет, потому что мне кажется, сейчас уже пора зайти к карте, которые я смогу сразу же и сыграть. Потому что перед этим 4 карты были очень ситуативны. Ага. Так, ну его вообще-то было бы неплохо играть. Играть его придется все-таки играть от своего бога, судя по всему. И, наверное... Слушай, я, наверное, возьму ману с колодца, возьму ману с колеса и возьму... и тогда я не дропну. И возьму сыграю улыбку Ионы. Все-таки убегать я не буду. Вот приходит карась, но на самом деле не уверен, что будет хорошо, если я разыграю карася против короля Крога. Не знаю, не знаю. Наверное, пойти карасями в сторону его дабл коллект, он там... Ну, как вариант. А еще, кстати, попрошу заметить, он сейчас заберет мою гору. Ну, в принципе, мне эта гора не особо-то и нужна, но просто он там хорошо стоят мои земли. Так что ему это не сильно должно понравиться. Но пока я с этим не вижу, что могу сделать просто. Так, ну и как бы ждем его хода. И он забирает, кстати, гору, которая ему нужна. Ну, скорее всего, не нужна, но просто ему она понравится. Это не вода. И не лес, и не песок. Ну, как ты прогнозируешь, есть шансы тут победить? Тут игра такая тяжелая, в принципе. Ну, тяжелая, но видишь, она не... Да нет, почему есть? У него, смотри, у него остается всего-навсего на два боя крох. То есть удешевится всего 3 карты с него, это не так-то уже и много, хотя я не скажу, что Может быть, мало. следующим ходом 4-1 отправить убить 5-4 через конюха. Ну, тогда он пойдет на дабл коллект своим крогом, и я этого тоже не хочу. Ай-яй-яй. Сейчас будет больно. Скорее всего, у тебя вообще существ сейчас не останется. Да ладно, и ничего не упало в это здание? Серьезно? Оно же мне не нужно. Радуйся, что у тебя вообще карась выжил.
Да, Ой, 4-1. я радуюсь за 4-1 тут. Карась. Предназначение Карась карася умереть. зачищает вражеский ядер. А, ладно. Отмена, ничего очень не А у выжил. меня вопрос, а что вообще по агру на врата? Почему они почти целы? Не, Да, это единичку урона было... свою приняли. Это грустно, это все очень грустно. Он сейчас забирает еще песок. А что, если ты сейчас разыграешь конюха от 4-1, полетишь куда-то, дашь ему... А, ну да, у тебя мало нет. Отмена, план не работает. Я хотел, чтобы Говорю. ты конюха дал 4-1, улетел вперед, и потом от него еще что-то разыграл. Ну, ему, кстати, тут могу сказать, что повезло в тем плане, что у него много дешевых карт, а удешевилось конкретно адское пламя. Единственная дорогая карта пока из которых мы видели. Ну, за Ну, серию еще более. крох дорогой. Но крох сам себя не могу дешевить, если ты понимаешь. Да, тут нужно что-то придумать. Что придумать, понятия не имею. Ну, тут ты ничего не придумаешь, потому что у тебя банально просто нет ресурсов на то, чтобы что-то придумать. Все, что ты можешь придумать, это отойти 4-1. Ну и то в этом пока еще нет смысла. Может, Халима, стражик Халима поставить на один из флангов? Что-то тебе надо ставить, это по-любому. Ну, просто там он умирает, тут он тоже умирает. Ладно, пора его убирать с того дабл коллекта. Ты уже раз пытался это сделать, не получилось. Ну, как-то в каком-то видео у нас уже была очень похожая колода противника. Монокрасная с бесконечным количеством рандомного вот этого вот адского пламени и пламя Игнуса. Но мы тогда, по-моему, выиграли вообще-то. Да, было там такое. Но игра тоже была очень тяжелой. Угу. Было бы круто заспамить стол карасями, но для этого нужно много чего разыграть, то, чего я не имею. Нужен золотой вольер, чтобы все-таки крох умирал за один раз. Ну, реально, а что по зданию? За 4 раза, каждый из которых он наносил все-таки приличное количество урона, всего 3 раза ударилось по нему. Да. Какие у тебя есть предложения? Предложения такие: я могу разыграть ведущего сквозь туман и разыграть зерно Не можешь. ненависти. Тебе не Почему? хватает земли или маны. Ага, блин, вот да, это было грустно. Только что это осознать. Можно, кстати, попробовать пойти в атаку 8-6. Но вот пока это мало, и тоже видишь, у него есть чем это там, его два существа стоят, контролят это место. Слушай, ну честно не знаю. Досадно, что здание не собирает фейри. Много хочешь? Может быть, но что поделать, что поделать. Наверное, лучше всего сыграть так. Ну вот, когда наступает такой момент, что у меня становится 0 маны и нечем собирать ману, это да, это уже очень-очень грустный момент. Но ты изначально к этому шел уверенно. Не собирал с самого начала игры. Но идти на фланг это в этой колоде нерационально. Только и в том случае, если у тебя работает твой ведущий сквозь туман, а он тут не работает, потому что всегда его зачищать. Ну, значит, это колода так хорошо противника играет. Ну, хорошо, да. Красные всегда хорошо контролят стол. Да, и они это делают очень даже дешево. Невероятно. Ой,
у него куча дешевых было карт, куча. Но каждый раз падает удешевление именно на адское пламя за 7. Да, ну, Какая разница, у него все равно еще 10 маны, ему хватает просто так адское пламя разыграть. ну, поэтому и хватает, потому что он каждый раз разыгрывает эту карту за бесплатно. Что ж. Попробуем сейчас. Ну, мы его вряд ли перерашим. Все-таки у него через ход летал. Я даже не знаю, что может спасти. Цветок? Вряд ли. Цветок тоже будет дороговато. Тут было бы классно сейчас кучу поставить скатов, но... Ой, не скатов, карасей. Но, Все равно видишь... 5 урона тебя убивает. Не, нужно было, чтобы это было... Ага, даже так. Ну, тогда это все. Это действительно все. У меня нету 3 земель. А что сейчас Крох сделал? Ничего, он просто так его выставил. Ну, он как-то какая-то анимация прошла взаимодействие с Крогом. А, ну он удешевился просто. Так, это было первое сражение, да? Или второе? Второй. Да, это было второе сражение. Ну, второй наш соперник показал интересный контроль. Друзья, мы будем очень рады, если вы поддержите нас лайком, комментарием и подпиской. Будьте с нами. Предлагайте интересные колоды, используйте наши идеи. Ну а пока идет поиск боя, вы можете написать в комментариях, какие вы колоды хотите еще увидеть. Мы их можем в принципе собрать и просто так показать, как мы видим такое видение игры. И активно участвовать, тоже активно участвовать в наших записях, в наших стримах. Так, напомни мне, какая там статистика, победа, поражение или... Да, победа, поражение. Третья битва сейчас. Решить будет позитивный или негативный исход для этой колоды. А вот и соперник, кстати, нет, это не тот, который был только что, но возможно тот, который был первый. Не знаю. Но рука у тебя пока хорошая, да, есть. Стая карасей. Ну, стая карасей тут в принципе важно, а вот стражи это уже просто неплохо.
Будешь идти на размен со странницей? Сейчас увидим, что он поставит, как он поставит. Но вполне подходящий для меня исход. Вау! Судя по всему, не буду идти на размен со страницей. Думаешь выйти на дабл коллект? Ну тебе опасно держаться по центру, он там достает. Кто сказал, что я буду держаться по центру? Будет круто, если я получу вольер. Но я вольер не получаю, к сожалению. Ну, слушай, Но сейчас дабл коллект. эта карта вполне себя адекватно будет чувствовать в цветке, я считаю. Не знаю, Пока как... рано. Ну, пока рано, пока, цветок. пока у меня нету на это возможности. Наверное, лучше сюда. Но 6-5 действительно неплохо смотрится в цветке. С учетом того, что 6,5 это аж... ну хоть и всего 6, я думал, он стоит дороже. Не так-то уже это и плохо, на самом деле, за 6 маны, с учетом того, что это пустая карта, не требующая никаких земель. А вот Наверное, и цветок. наверное, стоит запаковывать этот цветок. Вопрос, куда поставить только цветок? Я думаю, ставить под богом нет, потому что Я соперник... думаю, там вверху разменяться и тем, и тем. И там же и поставить цветок. А я бы поставил рядом с дабл коллектом на вот эту землю. Между карасем и 4-3. Ну, можно и так. Но вверху я бы все равно разменивал оба существа. Думаешь, оба? Ну да. А я бы только... Ну да, можно и оба. А что я делаю? Все, ладно, я сейчас получаю 6 в лицо. Но ничего страшного. Хотя это было страшно. Да, это была очень грубая ошибка с моей стороны. А хотя могу и не получать. Скорее всего, таки сделаю. Ну, Карасева, иди в сторону. Да. Я думаю, тогда все равно... Может, все-таки пойти в лицо, слушай. Все равно он сам разобьется. Ну да, можешь разбивать одного и идти в лицо, действительно. Зачем терять возможность наносить урон? Хотел поставить... Ладно, это, конечно, да, была очень грубая ошибка с моей стороны. Ну, 4-4 это не страшно на самом деле. Даже больше, скорее всего, оно законтрится при первом же вольере. А сейчас можно разыграть и... цветок. А атаковать ты чем можешь? Пока ничем, пока соберу ману. А Но там, ждать скорее тоже всего... не вариант. Он сейчас будет по 4 тебе урон наносить, и ты будешь сидеть ждать просто. Дело в том, что я думаю сейчас дропнуть карту, мне будет достаточное количество маны. Там вполне вероятно будет силанский конюх. И вполне вероятно там может... Ух ты, 5-2. Быть вольер, вот. Ага, выходит ведущий сквозь туман. Я считаю, тут ты в прошлый ход ошибся, что ничего не поставил. Нужно было А мне не выставлять. было чего вставить. А зерно ненависти? Да ну за 4 маны играть 4-4. Я что, играю... Ну ты хотя бы разменялся бы с вражеским 4-4, а так ты ничего не делаешь. м-м. Не знаю, Максим, не знаю. Я бы так не делал. Ну, сейчас посмотрим, что он решит. Вообще. Мгм. А у тебя даже земель не хватает на то, чтобы Вот поставить видишь. красные карты.
Да. Прятать 5-2 тоже такое себе. Да нет, наверное, не надо прятать 5-2. Мы же не летал получаем. Ну, 4 плюс 5 это 9. 14 минус 9 равно 5. А там еще гнев, всплеск, что-то такое. Ага, И у все. него 3-3, это вполне возможно, что будет еще и этот опыляющий. Хотя колода, ну, не сказать, что такая вот наборная. Ну, там была моя грубая ошибка, что я поставил две пустые, а не воду. Это очень-очень попортило мне игру тем, что он потом смог поставить гору очень близко к... Так, ну Вольер себе сейчас точно играет хорошо. Это, конечно, прекрасно. А что делать с остальными картами? Но одно можно запрятать, и вообще, блин, конечно, грустно, что мне не хватает одной земли. Я тогда сделал очень глупую ошибку, что поставил две пустых. Мне как раз этого одного хода на одну землю не хватает. Я бы сейчас дробнул карту, и я почти уверен, что там лежит конюх. А зачем ты тогда поставил 2 пустых? А я хотел просто поставить песок на... Ой, не песок, а цветок на пустую. Но я не смог поставить, потому что у меня не было воды. Пожадничал. Да. Есть и такое. Ох, не знаю, чем все это закончится, пока ты остаешься на одно хп, и ты если цветок собираешь. Не, ну цветок я точно играю как блита, я не хочу получать. А, Надо выставлять что-то, чтобы с 4-2 разобраться, если Ну, тебе оно не далеко зайдет будет. конь. Ну, это... Ну, кстати, для конюха... Не, ну все равно там как бы разницы никакой. Возможно, да, здесь ошибка, что я еще и жлоблюсь на эти зерна, но просто у меня есть легкий под... Ну, то есть реально абсолютно легко мне его разыграть за 0, чуть-чуть просто попозже. И как бы 4 мана это немало, Ну, чтобы... знаешь, чуть-чуть попозже для тебя не наступит. Да, в этой игре, видишь. Но я говорю, тут была очень главная ошибка, тогда с водой она мне очень сильно помешала. И отсутствие, вернее. Вот так, друзья, в этой игре вы можете пронаблюдать, что такое жадность и как это плохо. Да. Будьте щедрыми, занимайтесь благотворительностью, помогайте людям, и все у вас будет круто. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем Играйте с спасибо нами. за внимание. До новых встреч.